В этом ролике я расскажу и покажу, как из некрасивого дома сделать очень красивый, с минимальными затратами как сил, так и финансов. Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебедский, это канал о ремонте и отделке. Также покажу, какой материал использовал, как с ним работать, чтобы не допустить ошибок, и много полезной информации для вас, чтобы вы смогли повторить эту работу и сделать свои стены более красивыми и долговечными. Чувствуете? Качеством, по-моему, попахивает, да? Итак, совсем недавно мне попался очень интересный объект. Ну как сказать недавно, практически год назад. Основная задача была сделать ремонт как внутри помещения, так и снаружи. Это строение столетней давности, а кирпичная кладка не совсем уж и ровная. Да и внутри не особо тепло в зимний период, поэтому было решено утеплить стены снаружи и чем-нибудь отделать. Но и при этом хотелось бы, чтобы стены были похожи на кирпичную кладку. Недолго думая, я предложил заказчику фасадную систему АМК. Плюс в том, что фасад в итоге получится теплый, легкий и долговечный. Но, конечно же, показал пару домов, которым уже как минимум 5 лет, а фасады как новые. И в итоге через пару дней материал был уже на объекте. АМК — это декоративное покрытие. Каждый кирпичик состоит из мраморной крошки и акрила, благодаря чему стены смотрятся как настоящая каменная кладка, а быстро монтируются за счет того, что каждый элемент закреплен на сетке, и при этом не требуется дополнительного армирования стен. На каждом элементе есть защитная пленка, что позволяет сделать монтаж быстро и просто. А самое главное, можно наносить на стены утепленные пенополистиролом, а также минеральную вату, пенопласт, цементную штукатурку. Главное, чтобы основание было ровное и чистое. Ну а теперь, что касается подготовки основания. Тут все просто. Утеплив стены, их нужно еще подготовить. Для лучшего сцепления плиточного клея с основания, первым делом необходимо убрать глянец. Сделать это можно с помощью наждачки. Я же, чтобы ускорить процесс, сделал эту работу с помощью жирафа, а потом быстро прошелся крупной наждачкой вручную. А чтобы перестраховаться и сделать свою работу максимально качественно, дополнительно покатал игольчатым валиком. После такого клей точно будет держаться и никогда не отслоится от основания. Так как после наждачной бумаги основание получается рыхлое и пыльное, даже если пропылесосить, то желательно нанести грунтовку глубокого проникновения. Так основание будет шершавым, крепким и без пыли. В общем, то, что нужно. Все листы утеплителя дополнительно крепил грибками. И, конечно же, в этих местах остаются ямки, которые нужно замазать плиточным клеем. Когда клей застыл, я на каждый угол приклеил уголок с приклеенной фасадной сеткой. Так углы будут ровнее, крепче, да и сформировать углы после приклеивания АМК будет намного легче. А приклеивал белым плиточным клеем, на который буду приклеивать декоративное покрытие. После всех подготовительных процессов и когда клей по углам застыл, можно приступать к приклейке АМК. Итак, чтобы эту работу выполнить максимально качественно, необходимо все тщательно разметить и подготовить. Итак, с чего начать и с какой стороны приклеивать. Приложив первый лист к стене, по идее должен был отрезать лишние торчащие лепестки. Ну а по завершению, какая получится подрезка, такая и получится.
Я же сделал по-другому, и сейчас вам покажу, что из этого бы получилось, если бы я так начал приклеивать. Конечно же, днем на улице слишком светло, и с лазером особо не поработаешь. Поэтому днем ранее, в один из вечеров, сделал разметку. Ну точнее, с помощью лазерного осипостроителя отметил нулевую линию по кругу. А уже относительно этой линии в дальнейшем я найду самую высокую и самую низкую точку. Ну а если нет лазерного осипостроителя, то без проблем можно воспользоваться гидроуровнем, так как меня в основном интересовала видимая часть, поэтому отсюда и начал делать замеры. Но я-то заранее уже знал, что тут уложена тротуарная плитка не в уровне, а имеет небольшой уклон. Ну как небольшой, почти 11 сантиметров. Вот тут самая высокая точка, и здесь будет нормальная так подрезка стартового листа. А тут самая низкая. Тут начало без подрезки. С этого угла я начну, справа налево. С других же сторон листы будут приклеиваться четко по краю начала второго листа утеплителя. А все, что ниже, это уже в дальнейшем будет отмостка. И клеить АМК в этом месте нет никакого смысла. Это что касается горизонтальной разметки. А сейчас, чтобы вам было более понятнее, я прикручу листы АМК к утеплителю, так как есть такая возможность, и покажу, какую бы я мог допустить ошибку. Для начала я сделал отметки на таком уровне, чтобы в самой высокой точке лист не лежал на плитке. Если что, листы фиксировал саморезами сквозь сетку, чтобы не испортить элементы АМК. Закрепив листы с сохранением швов 6-7 мм между листами, на первый взгляд получается отлично, почти без подрезки. Но нет. Отступив от края 6 мм, двигаемся дальше. И вот была бы первая ошибка. Это миллиметровая подрезка по краю откоса. Так делать не нужно. Поэтому стартовый лист уже нужно сдвигать либо влево, либо вправо, чтобы увеличить ширину подрезки. Далее в принципе было бы неплохо. Нужно было отрезать 1 см и все было бы хорошо. Но относительно первого угла придется сдвигать. И так в принципе со всеми остальными углами. Получается, из одного угла нужно сдвинуть в сторону весь ряд приблизительно на 6 см. Отцентровать, так сказать, чтобы подрезка плюс-минус была нормальных размеров, а не по 1 см. Для вас, конечно же, это 1 секунда, и я сдвинул весь ряд. И вот что мы получаем. По первому углу тут лишние 5 см. Тут более-менее нормальная подрезка, и так со всеми остальными углами. А вот на этом углу нужно будет вставлять кусочки. Но это мелочь. Согласовав такую раскладку с заказчиком, приступаю к следующей разметке, а именно по высоте. Но предварительно зафиксировал, чтобы не забыть. Чтобы получить более точный результат, нужно замерить высоту листа. 116 см. Отлично. Начну разметку относительно угла, с которого я начну приклеивать, с самой низкой точки. От самого края утеплителя делаю отметку на стене 116 см. И замеряю от этой метки до нулевой, ту, которую я отметил с помощью лазерного осипостроителя. И относительно уже этого размечаю стартовую линию, относительно которой я и буду приклеивать все листы. Чтобы удобнее было рисовать по утеплителю, лучше всего наклеить скотч. Теперь-то можно и проверить, как и где будут расположены швы по всей высоте откоса. Допустим, снизу особой разницы нет, а вот по верхнему есть. От нулевой отметки отступаю на 7 мм. Это толщина шва, как на всех листах, и прикладываю лист. Ставлю следующую метку, конец второго ряда и начало третьего, и проверяю, где же будет шов относительно верхнего откоса, чтобы подрезка не получилась в 5 мм. Но нет, тут четко по краю, так и оставлю. При этом и подрезка сверху нормальная получается, останется почти целый кирпичик. Ну и само собой проверил там, где входная дверь.
Ну тут пару сантиметров, ну хорошо, что не пару миллиметров, заказчика все устраивает. Когда убедился, что все везде отлично, можно по углам закрутить по одному шурупу и натянуть шнурок. Но у этого способа есть как свои минусы, так и свои плюсы. Видно, конечно же, в любую погоду, но вот по краям все четко, а центр провисает. Но хорошо, что я сделал такие отметки. Относительно этих меток закручу шуруп в центре и уберу этот провис. Чтобы отодвинуть шнур от стены, ставлю клин. Так будет гораздо удобнее. Нулевая отметка есть, теперь ее можно отмечать по всему кругу. Тут приклеивать будет гораздо проще и быстрее. Нет подрезки, ну кроме как по углам. И снизу будет целый лист, и резать не придется. А все, что будет ниже декоративного покрытия, закроется отмосткой. Ну а по раскладке тут ситуация получше. Можно начать с целого листа и отрезать торчащие лепестки, а можно разделить пополам торчащий кусок и отцентровать листы. Ну а чтобы подрезка с обоих сторон была одинаковой, разделить нужно будет всего лишь 5 см. 2,5 см вы даже и не заметите. Также все зафиксировал на камеру, чтобы не забыть. Итак, возвращаемся к лицевой стороне. Так как солнце спряталось за навесом, а это после обеда, то и работу начну именно отсюда. Так как если солнце будет светить прямо на стену, то работать будет некомфортно и нехорошо для плиточного клея. Теперь все размечаем, отрезаем лишнее и приклеиваем. Каждый лист я подрезал отдельно, чтобы не ошибиться и не испортить листы. Если бы пол был в уровне, то тут достаточно было отрезать лишнюю сетку снизу. Но тут так не получится. Сверху вниз замеряем, ставим метки малярным ножом, ведь так будет точнее, и этим же ножом отрезаю лишнее. Режется очень легко, поэтому плиткорез вам точно не понадобится. Интересно в том, что эту работу можно сделать с минимальным набором инструментов, имея в наличии малярный нож, правило, пару шпателей и ведерко. Обрезки я не выбрасывал, с этих обрезков в дальнейшем сделаю откосы. Проверив первый лист на сухую, если все без ошибок, можно замешивать плиточный клей. Для приклеивания АМК рекомендовано использовать белый плиточный клей для мозаики и керамогранита. Чтобы было удобнее работать, я не замешивал целый мешок, а разделил мешок 25 кг пополам. И на ведре нарисовал метку для следующего разделения мешка пополам. Для приклеивания декоративного покрытия также рекомендуется использовать более жидкий клей, но в пределах разумного. Когда замешал клей, даю время настояться и повторно перемешиваю. Клей получился и не густой, и не сильно жидкий. В общем, то, что нужно. Чтобы сетка не цеплялась за шнурок, я его отодвинул от стены с помощью клиньев. Так будет и видно, и удобно работать. А чтобы не вымазать тротуарную плитку, лучше чем-нибудь укрыть. Лучше, конечно же, пленкой, но у меня были старые остатки подложки под ламинат. Чтобы добиться максимального сцепления клея с основанием, желательно тщательно вмазать клей. Тем самым заполню все пустоты, а потом накидывать слой и лишнее срезать гребенкой 6 мм. Гребенку желательно держать практически перпендикулярно относительно стены, чтобы слой наносимого клея был 6 мм, а не меньше. Если гребенку держать под наклоном, то клей наносится меньше, а это может повлиять на приклеивание АМК. А потом во время снятия защитной пленки может все отслоиться. После нанесения клея на основание нужно иногда следить за шнурком в середине. Завожу сетку под шнурок, выставляю край как по шнурке, так и по отметке на скотче. Так будет гораздо точнее, вплоть до 1 мм. И прижимаю руками, чтобы зафиксировать лист на стене.
Поначалу я делал это пальцами, а потом гладилкой. Так получалось гораздо быстрее и лучше. Лист зафиксировал, теперь нужно средним шпателем прижать лист к стене и выгнать весь воздух. В процессе клей выдавливается швы сквозь сетку. Это нормально. Поэтому можно судить, что вы прикладываете достаточное усилие и хорошо выгоняете воздух. Клей со швов не нужно убирать, так как этим же клеем в дальнейшем будут замазываться швы, но только более жидким клеем. После того как лист приклеили, нужно убрать остатки клея как сверху, так и сбоку. Так при приклеивании следующего листа не будет бугров и ямок, а по окончанию работ вы даже не найдете этот стык. Так как скотч прижимается листами буквально на пару миллиметров, то его лучше убрать сейчас и в эти места добавить клея и также прижать, ведь он тут уже больше не нужен. Первый лист готов, и кстати, от угла нужно отступить 6-7 мм, чтобы в дальнейшем сформировать угол из плиточного клея. А вот если этого не сделать, то в дальнейшем этот угол может разрушиться. Приступаем ко второму листу. Также размечаю и отрезаю лишнее по низу. Также проверяю и приклеиваю. Поначалу я швы контролировал с помощью шаблона толщиной 7 мм, но потом уже делал на глаз, и скажу так, получалось все ровно, но приклеивать получалось гораздо быстрее. При приклеивании второго листа особое внимание нужно уделять в местах соединения двух листов, чтобы в этих местах не было бугров и совпадали края. Два листа приклеил, все получилось ровненько. На самом деле это делается быстро и легко. А пока клей еще более жидкий, то сразу же заполнил швы, все тем же шпателем. Сначала тщательно втирал швы, чтобы не было пустоты, а потом убирал лишнее, срезая шпателем под углом. Чем лучше вы уберете клей, тем проще потом будет снимать пленку и швы будут не такие выпуклые. Но так я делал только на этой стене. Ведра клея хватало четко на 4 листа. Сначала все приклеивал, а остатки клея делал чуть пожиже, чтобы швы потом сильно не выпирали за пределы плоскостей. Приступаю к приклеиванию третьего листа, то тоже все размечаю и также от угла отступаю 6-7 мм. Рисую линию, прикладываю лист и по факту отмечаю. Отметки рисовал ручкой, все прекрасно видно и точно. Повторно проверяю и приклеиваю. И так весь ряд до самого конца.
На последнем листе от угла также отступаю 6-7 мм. Прикладываю лист и отмечаю. Все кусочки вырезаю из того же листа. Как раз они зафиксированы на сетке, и сделать это очень удобно. А потом уже отрезаю по меткам лишнее. Как вы можете заметить, теперь я сперва придавливаю гладилкой, немного прихлопываю по основанию, а клей максимально проникает через сетку. Так получается гораздо лучше. Затем приклеиваю кусочки и прижимаю. Но тут затирать швы еще рано. Чуть затер, а остальное оставил на потом, чтобы кусочки хорошо зафиксировались и не съехали во время затирки. Ну а в это время можно разметить второй ряд. Тем временем на другой стороне я уже давно начал второй ряд. Это все, что я делал до обеда, пока не появлялось солнце на этой стене. Полдня тут, полдня там. Для удобства разметки и точности взял правило чуть длиннее листа. Выбрал ровный торец, приложил к листу, с одной стороны приклеил скотч, чтобы можно было нарисовать отметку, а с другой сдвинул край на толщину шва. И нарисовал метку. Это и будет метка начала второго ряда. Но для этого не обязательно использовать правило. Для этого подойдет и обычная ровная рейка. Упираю краем правила к приклеенному листу и по метке по правилу переношу метку на стену, как по краям, так и посередине. Поэтому самое главное приклеить максимально ровно первый ряд. Ведь как сделаешь первый, так получится и второй, и третий, и четвертый, если у вас высокое здание. Опять закручиваю шуруп и натягиваю шнурку. На стартовом листе отрезаю край, как на первом, при этом не выбрасывая лишнее, и по низу отрезаю сетку. Сетку сверху, как на первом ряду, так и на последующих отрезать нельзя, иначе в этом месте возможно появится трещина. А так все приклеивается внахлёст, и трещин не будет. Ну и тут же подготовил следующие листы для второго ряда и обрезал сетку снизу. Приклеивание второго ряда в принципе ничем не отличается от первого. Также нужно следить за швами по вертикали, но единственно добавляется шов по горизонтали. Нужно следить как по верху, так и по низу, чтобы швы были одинаковые и в дальнейшем не бросались в глаза. И вот второй ряд готов. На третьем ряду шнурок уже не нужен, он будет только мешать. Сразу же замеряю расстояние от края листа до потолка, отрезаю и приклеиваю. Тут остается только ориентироваться на горизонтальный шов. И вот с двух сторон я все приклеил и затер швы. Сначала это смотрится некрасиво и нет понимания, что будет в итоге, но на самом деле под этим всем белым находится нечто красивое и аккуратное. Тут же приступил и сделал боковые стены, но тут вообще все четко, практически без отходов. Также натянул шнурку относительно готовых двух сторон и все приклеил. Тут приклеивать было проще простого. А из кусочков, которые я оставлял, сделал красивые откосы. Клеить их, конечно же, не так удобно, но вполне реально.
Чтобы приступить к следующему этапу, а это снятие защитной пленки, желательно подождать 4 дня, чтобы все листы качественно приклеились. Спустя 4 дня приступаю к снятию защитной пленки. Чтобы пленка снималась легко, желательно эту работу также проводить в тени и предварительно смочить водой. Так пленку снимать будет гораздо проще и быстрее. Заказчик даже не мог подумать, что из этого всего может получиться. А получилась вот такая красота. Ролик подошел к концу. Если понравилось, то, конечно же, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь этим роликом с друзьями. На улице уже темнеет, объект я сдал, поехал домой. А вам желаю хорошего настроения, пробуйте, кайфуйте от качества. Скоро увидимся. Чуть не забыл. Не забудьте подписаться на телегу мою, ссылка в описании. Все, пока.